Здравствуйте! В этом видео рассмотрим один из самых простых и безопасных способов потестить Windows 10 или любой другой Windows. Установим десятку второй системой. Если не понравится, научимся полностью удалять вторую систему. А если понравится, то рассмотрим, как удалить старую. Видео не маленькое, но рекомендую посмотреть его до конца. В первом комментарии есть удобные тайм-коды. Приступаем. Итак, в прошлом видео мы рассмотрели обновление десятки до версии 20.04 с использованием помощника обновления. В этом видео будем использовать утилиту от Microsoft Media Creation Tool. Кроме того, нам понадобится обычная флешка объемом как минимум 8 ГБ. Если у вас есть нужные файлы на флешке, сохраните их куда-нибудь. Обновить Windows на компе или ноуте можно несколькими способами. Прежде чем поговорим об этом, давайте начнем с создания загрузочной флешки, потому что это займет некоторое время. В описании этого видео есть ссылка номер 1. Нажимаю на нее. Открылась знакомая страница на сайте Microsoft. В прошлом видео я открывал ее из Windows 10. При этом на странице были две кнопки. Обновить сейчас и скачать средства сейчас. Сейчас у меня на ноутбуке Windows 7. И здесь, как видите, только одна кнопка. Она-то нам и нужна. Нажимаю. Скачалась утилита Media Creation Tool. Открываю папку загрузки. Скорее всего, у вас именно туда качается все из интернета. Находим скачанный файл Media Creation Tool. В названии мы видим номер версии Windows. Запускаю файл двойным кликом. В окне контроля учетных записей нажимаю «Да». Закрою это окно. В этом окне необходимо принять условия лицензии. Нажимаю «Принять». Здесь нужно выбрать, что мы хотим сделать. Если оставить выбор «Обновить этот компьютер сейчас», то начнется процесс обновления, очень похожий на тот, что мы уже сделали в прошлом видео. Сегодня мы делаем по-другому, поэтому я выбираю второй вариант – создать установочный носитель USB-устройства, флеш-памяти, DVD-диск или ISO-файл. Выбираю и нажимаю на кнопку «Далее». Программа определила, что этот компьютер поддерживает установку 64-разрядной системы. Так как я буду ставить десятку на этот ноутбук, то оставляю эту галочку. Если снять эту галочку, то можно сделать более универсальную флешку, с которой можно установить десятку как 32, так и 64-разрядную. Подробнее об этом смотрите в отдельном видео, ссылку найдете в описании. Я оставлю галочку помеченной и нажимаю «Далее». Здесь мы можем выбрать носитель. Если оставить верхний вариант, то флешка будет записана именно этой утилитой Media Creation Tool, в которой я сейчас работаю. Оставляю этот выбор и подключаю флешку. Я подключил флешку. Автозапуск включен у меня в этой системе. И флешка запустилась в окне автозапуска. У меня на флешке вот такая метка. Можно ее запомнить, но это не обязательно. Закрываю окно автозапуска. Как видите, флешка должна быть не менее 8 ГБ. Хочу напомнить, что если у вас есть нужные файлы на флешке, то сохраните их куда-нибудь, потому что флешка будет отформатирована. Нажимаю на кнопку «Далее». Мы видим, что утилита Media Creation Tool определила флешку, которую я только что подключил. Если вдруг к этому компьютеру у вас подключена в этот момент еще какая-то флешка, то я рекомендую отключить ее. Нажимаю кнопку «Далее». Начался процесс загрузки Windows и создания загрузочной флешки. Внимание, прежде чем продолжим, еще раз хочу повторить то, что говорил в предыдущем видео. Не нужно спешить с обновлением. Версия 20.04 имеет довольно много проблем совместимости, вплоть до появления синего экрана. Под этим видео есть ссылка номер 2 на страницу сайта компании Microsoft. Там перечислены такие проблемы, текст страницы на английском. Ссылка номер 3 там же на мой сайт, где есть русский перевод наиболее серьезных случаев, приводящий к появлению синего экрана. Если интересно, посмотрите. Я не призываю вас обновляться прямо сейчас. Более того, я не рекомендую обновляться тем, у кого единственный комп или ноут, и это ваше окно в мир интернета. При обновлении могут возникнуть проблемы с загрузкой Windows. Вы можете потерять доступ к интернету и возможность нормально работать на компьютере, как до обновления. Дождитесь, пока основные проблемы с майским обновлением будут решены. Не спешите.
Многие пользователи имеют второй компьютер и готовы экспериментировать и потестировать новую систему. Если не терпится, можно подстраховаться и сделать резервную копию всего вашего диска или системного раздела. Я рассматривал разные варианты резервного копирования от встроенного в Windows до специальных программ. Ссылка на плейлист в описании этого видео. Все, что вы делаете по этому видео, вы делаете на свой страх и риск. Обновить Windows на компьютере и ноутбуке можно несколькими способами. Первый способ – это обновление работающей у вас системы. Именно это мы и делали в предыдущем видео. У такого обновления есть как преимущества, так и недостатки. Важное преимущество в том, что этот способ простой. Как вы убедились в предыдущем видео, по сути я сделал несколько нажатий на кнопки, подождал и обновление автоматически установилось. Второе преимущество обновления в том, что сохраняются файлы и программы пользователя. Во всяком случае, пока не было сообщения о том, что кто-то потерял свои данные при обновлении. При переходе на предыдущую 19.09 такое было. Пожалуй, это все преимущества обновления. Есть недостаток, и он, на мой взгляд, перевешивает все преимущества. Недостаток в том, что после обновления система будет работать еще медленнее, чем работала до обновления. Происходит это потому, что большая часть ошибок, подвисаний и прочих глюков перейдет в обновленную систему. На это накладывается еще и то, что новая версия винды, как правило, потребляет больше ресурсов компьютера. В результате комп и ноут после такого обновления будет еще более тормозной и ватный. Справедливости ради нужно сказать, что некоторые пользователи после обновления до 20.04 наоборот почувствовали прирост производительности. Они говорят, что меньше нагружается процессор и оперативная память. На мой взгляд, проверить, так это или иначе, каждый пользователь может только сам. Второй способ – это не совсем обновление, а чистая установка. Этот способ также имеет как плюсы, так и минусы. Для начинающего пользователя чистая установка системы сложнее, чем обновление. Кроме того, к минусам этого способа многие относят то, что при чистой установке полностью удаляется весь системный раздел диск C. Все, что на нем есть, также будет удалено. Файлы пользователя, программы, которые он установил, а также настройки. После чистой установки системы компьютер или ноутбук приобретает состояние нового компьютера из магазина. Разумеется, речь идет только о программной части, физический износ никуда не денется. Благодаря такому обновлению после чистой установки комп или ноут будет работать максимально быстро. Настолько быстро, насколько позволяет его железо. При этом мы освобождаемся от всех глюков, ошибок и тормозов, которые накопились в старой системе. Это главное преимущество чистой установки. Третий способ является компромиссным. В этом случае можно сохранить старую систему неприкосновенной, а рядом с ней установить десятку. Причем это будет чистая установка. Это позволит Windows работать максимально быстро, насколько позволяет ваше железо. При этом у вас сохранится старая система, то есть вы можете загружаться либо в ту, либо в другую операционную систему. Именно этот способ мы сегодня и рассмотрим. Есть еще четвертый способ, но о нем мы поговорим в другом видео. Флешка готова. Мы создали загрузочную флешку для установки новой версии Windows 10 20.04. В этом окне нажимаю кнопку «Готово». Давайте посмотрим на созданную флешку. Вот она. Можно переходить к следующему этапу подготовки. Чтобы установить Windows второй системой, нужно свободное место на диске. Необходимо как минимум 30 гигабайт под новую систему, а также оставить свободное место на диске C, чтобы старая система могла нормально работать. Если свободное место есть, то можно попытаться сжать раздел C. Для этого заходим в управление дисками. В Windows 7 управление дисками можно открыть так. В проводнике на компьютере делаю правый клик. Выбираю пункт управления. В окне управления компьютером выбираю в левой колонке управление дисками. Сделаю пошире это окно. Перед нами оснастка управления дисками. Здесь видно все диски и разделы, имеющиеся в данной системе. Диск 0 – это единственный жесткий диск этого ноутбука. Это может быть как обычный, уже устаревший HDD, а также более современный SSD. Диск поделен на два раздела. Зарезервированный системой раздел служебный, его не видно в проводнике. А диск C – это системный раздел, на котором установлен Windows. Мне нужно выделить место под вторую систему на этом разделе. Прежде чем сжимать диск, давайте посмотрим его разметку. На заголовке диска нажимаю правую клавишу и выбираю пункт «Свойства».
Здесь перехожу на вкладку «Тома». И вот здесь у меня написано, что стиль раздела «Основная загрузочная запись MBR». Просто запоминаю это. Если у вас здесь написано вот так, то ваш диск размечен в стиле GPT. Просто запомните, как размечен ваш диск. Далее это нам пригодится. Закрываю это окно. Теперь давайте выделим место под вторую систему на разделе C. Для этого нужно сжать его. Кликаю правой клавишей по разделу и в контекстном меню выбираю «Сжать том». В появившемся окне нужно выбрать, насколько сжимать том. Вот в этой выделенной ячейке. Я просто напечатаю здесь вот так. 30 тысяч. Тем самым я выделяю примерно 30 гигабайт под вторую систему. Нажимаю «Сжать». Процесс сжатия может затянуться, особенно если места на разделе C остается мало. Нужно дождаться его окончания. У меня, как видите, все произошло довольно быстро. Раздел сжат. Появилось вот такое место, где написано «Не распределен». Это не занятое пространство на жестком диске. Именно сюда я и буду устанавливать вторую систему. Мы не будем создавать на нем никаких разделов, просто переходим к установке Windows. Загрузочная флешка подключена к ноутбуку. Можно закрыть все окна. И теперь, чтобы перейти к установке Windows, достаточно просто перезагрузить компьютер и загрузиться с флешки. Для загрузки я буду использовать boot-меню. На этом ноуте за вход в boot-меню отвечает клавиша Escape. Я включаю перезагрузку. И нажимаю на Escape. Появилось boot-меню. Здесь мы видим все загрузочные устройства этого ноутбука. Нам нужно найти загрузочную флешку. Довольно часто загрузочная флешка в boot-меню выглядит как название бренда этой флешки. У меня флешка SanDisk, и мы видим здесь целых два пункта, в которых есть слово SanDisk. Первый пункт просто SanDisk, второй пункт UEFI SanDisk. Какой из них выбрать? Если у вас тоже два пункта в boot-меню, то вам нужно вспомнить, какая разметка диска была, когда мы определяли ее. Если у вас была такая же разметка, как и у меня, основная загрузочная запись MBR, то выбирайте вот этот пункт без слова UEFI. Если же ваш диск размечен в стиле GPT, то выбирайте второй пункт. Я выбираю свой пункт и нажимаю на клавишу Enter. Ноутбук загружается с флешки. Перед нами стандартное начало установки Windows. В этом окне, как правило, русскоязычные пользователи ничего не выбирают. Просто нажимаем «Далее». Здесь нажимаем «Установить». Появилось окно выбора редакции Windows. Я буду устанавливать Windows 10 Pro. Выбираю ее и нажимаю «Далее». Если у вас не появилось окно выбора редакции, но вы хотите выбрать именно Windows 10 Pro, то у меня есть отдельное подробное видео о том, как решить такую проблему. Ссылку найдете в описании. В этом окне нужно принять условия лицензии. Нажимаю «Далее». В этом окне выбираем вот этот вариант. Выборочная только установка Windows для опытных пользователей. Здесь нам нужно выбрать, куда мы хотим установить Windows. Мы с вами выделили место на жестком диске специально для установки второй системы. Это место здесь называется «Незанятое пространство на диске 0». Мы не будем создавать на этом месте никаких разделов, просто выбираем его и нажимаем на кнопку «Далее». Началась установка Windows. При первой перезагрузке лучше отключить флешку, потому что для дальнейшей установки Windows она больше не нужна. Если ничего не делать в этом окне, то через 30 секунд загрузится Windows 10 и продолжится установка.
Мы можем ускорить процесс, просто нажимаем на клавишу Enter. Далее стандартный завершающий этап установки Windows 10. В этом окне я оставляю Россию. У вас определилась ваша страна, нажимаю «Да». А здесь оставляю русскую раскладку, тоже нажимаю «Да». Добавить вторую раскладку при необходимости можно позже. Нажимаю «Пропустить». В этом окне выбираем «Настроить компьютер для личного использования». Нажимаю «Далее». Установщик предлагает нам сразу войти с учетной записью Microsoft. Если вы хотите это сделать, то вводите сюда данные своей учетной записи. И если хотите пропустить этот этап, то нажимайте вот сюда «Автономная учетная запись». Microsoft настаивает, чтобы мы вошли в Windows с его учетной записью. Чтобы пропустить это окно, нужно нажать вот на эту кнопку «Ограниченные возможности». Здесь нужно придумать имя пользователя, того, кто будет использовать этот компьютер. Я ввожу свое имя. Нажимаю «Далее». Пароль можно придумать позже, после настройки компьютера. Большинство пользователей сегодня выключают все движки параметров конфиденциальности в левое положение. Сделаю так же. Нажимаю «Принять». Журнал я не использую, поэтому нажимаю «Нет». Готово, мы установили Windows 10 второй системой. Процесс установки драйверов я рассматривал в нескольких видео. Ссылку на плейлист вы найдете в описании. Теперь на этом компьютере установлено две операционные системы, Windows 7 и Windows 10. Давайте посмотрим, как можно загрузиться в ту или в другую систему. Для этого выключаю компьютер. Снова включаю его. Теперь при включении будет появляться вот такое загрузочное меню. Если ничего не делать, то через 30 секунд загрузится операционная система по умолчанию. В данном случае это Windows 10. Чтобы загрузиться в Windows 7, достаточно просто выбрать ее с помощью клавиши управления курсором и нажать на клавишу Enter. Как видим, загрузилась семерка. Очень подробно о настройке загрузочного меню рассказал вот в этом видео. Показал там, как изменить систему, загружающуюся по умолчанию, как изменить время таймера и так далее. Посмотрите. Предположим, вы протестировали десятку и решили удалить ее, вернуть все как было. Давайте рассмотрим порядок действий. В первую очередь нужно загрузиться в Windows 7, которую мы решили оставить. Как видите, я это уже сделал. Теперь давайте настроим загрузчик. Для этого можно использовать утилиту msconfig. Запустить утилиту можно из диалога «Выполнить». Для этого нажимаю одновременно клавиши Windows плюс R. Если здесь у вас есть команда, удаляем ее и печатаем msconfig. Нажимаю Enter. Здесь перехожу на вкладку «Загрузка». Здесь в меню мы видим две строки: Windows 10 загружаемая по умолчанию OS и Windows 7 текущая операционная система. То есть мы сейчас находимся в Windows 7. Мы оставляем семерку, просто выделяю ее, нажимаю «Использовать по умолчанию». Теперь выделяю строку с Windows 10 и нажимаю на кнопку «Удалить». Теперь в загрузочном меню осталась только одна операционная система. Нажимаю «Применить». ОК. Система предлагает перезагрузиться. Нажимаю «Перезагрузка». Теперь семерка загрузилась без дополнительных меню. Мы можем зайти в управление дисками и, например, удалить раздел с десяткой, а затем расширить основной раздел C. Открываю проводник.
На компьютере нажимаю правую клавишу «Управление». Здесь выбираю «Управление дисками». Здесь будьте внимательны, мы можем удалять только раздел, который сами создавали, то есть раздел Е. Зарезервированный системой раздел трогать нельзя. На разделе Е нажимаю правую клавишу, выбираю «Удалить том». Здесь нас предупреждают, что все данные на томе будут удалены. Соглашаюсь. И после этого можно расширить раздел С. Давайте перезагрузимся. Я вернул первоначальное состояние системы до установки Windows 10. Если вам понравилась Windows 10 и вы решили оставить ее, а семерку удалить, то это можно сделать по той же схеме. Прежде всего нужно загрузиться в Windows 10, то есть ту систему, которую я оставляю. Я уже это сделал, как видите. Далее действуем по той же схеме. Сначала Windows плюс R. Ввожу команду msconfig. Нажимаю Enter. Здесь перехожу на вкладку «Загрузка». Здесь в меню, как видите, текущая операционная система Windows 10 и она же загружаемая по умолчанию. В данном случае загружаемую по умолчанию операционную систему менять не нужно. Достаточно удалить Windows 7 из меню загрузки. Выделяю ее, нажимаю «Удалить». Теперь можно нажать «Применить». ОК. И перезагрузить компьютер. Нажимаю «Перезагрузку». Как видим, теперь загрузилась десятка без дополнительных загрузочных меню. Теперь можно зайти в оснастку управления дисками. В Windows 10 это можно сделать быстро. Нажимаю на кнопке «Пуск» правую клавишу и выбираю «Управление дисками». Здесь будьте внимательны, раздел С с Windows 10, который сейчас загружена, находится справа. Удалить мы можем раздел D, на котором установлен Windows 7. Он до сих пор там установлен. Хочу обратить ваше внимание, что прежде чем удалять этот раздел, сохраните с него нужные вам файлы, если они там есть. После этого раздел можно удалить. Для этого на разделе нажимаю правую клавишу, выбираю «Удалить том». Здесь нас опять предупреждают, что удаление тома уничтожит все данные на нем. Я вам уже об этом сказал. Для подтверждения нажимаю кнопочку «Да». Том удален. У нас появилось нераспределенное пространство. Расширить раздел С стандартными средствами не получится. Если нажать на нем правую клавишу, то мы видим, что пункт «Расширить том» неактивный. Но это можно сделать сторонними программами. В принципе, мы можем создать раздел прямо здесь, на нераспределенном пространстве. Для этого нажимаю правую клавишу и выбираю «Создать простой том». Нажимаю «Далее». Оставляем максимальный размер, нажимаю снова «Далее». Еще раз «Далее». Можно каким-то образом пометить том, а можно оставить такую метку. Нажимаю «Далее». Готово. Новый том создан. Закрываем оснастку управления дисками. Смотрим в проводник. Теперь у нас есть локальный диск C с установленной Windows 10 и новый том D для файлов. Давайте проверим, все ли работает. Перезагрузим компьютер.
Теперь я полностью перевел данный компьютер на Windows 10, удалив старую операционную систему. В заключение хочу добавить, в самом начале видео я сжимал раздел C, чтобы выделить место под вторую систему. Если у вас не получается сжать том стандартными средствами Windows, как это сделал я, то можно воспользоваться сторонними программами. То же самое можно сделать, если вы хотите расширить раздел, находящийся в правой части диска. Только что мы видели это, когда удалили Windows 7. У меня есть подробное видео о том, как работать с одной из таких программ. Ссылка в описании, посмотрите. Аналогично можно установить параллельно любую другую версию Windows, поработать в ней и принять решение, с чем остаться. Рассмотренная схема позволяет оценить максимум возможностей новой системы, так как мы делаем чистую установку. Чтобы не пропустить новые видео, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Подписывайтесь на мой дополнительный канал, там уже немало полезных видосов. Ссылку найдете в описании. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, спасибо. Я благодарю вас за просмотры, лайки, комментарии. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал и подписывается на дополнительный канал. Спасибо. Желаю вам здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи.